Добрый день, меня зовут Котов Максим Анатольевич, я ассистент кафедры лучевой диагностики СЗГМУ имени Мечникова, кандидат медицинских наук, главный врач Центра КТ АМИ. И сегодня мы рассмотрим исследование 1977 года рождения, выполненного в режиме МР-ангиографии. И начнем, соответственно, с сосудистого режима. Прекрасно у нас визуализированы все сосуды брюшной полости. В частности, вот у нас идет брюшная аорта, которая делится на подвздошные сосуды. С ними все в порядке, каких-либо сужений значимых мы не видим. Также видим мы чревный ствол, верхнебрыжеечную артерию. И здесь вот менее крупная нижнебрыжеечная артерия. Также прекрасно визуализированы почечные артерии, как правая, так и левая. С ними каких-то патологических изменений, еще чего-то нет. Обратите внимание на полостную систему почек, она также не расширена, каких-то патологических включений, еще чего-то в ней нет. Перейдем, собственно, к брюшной полости. Так, видим мы брюшную полость, обращает на себя внимание, конечно же, печень. Если мы воспользуемся инструментами, то мы увидим, что печень у нас увеличена, это составляет до 215 мм ее размер, что, конечно, превышает норму. Это правая доля, также у нас увеличена и левая доля. Соответственно, размеры тоже где-то порядка 78 мм, что также превышает показатели. Видимо, также вот у нас идет холедах, он не расширен, ничего с ним патологического нет, включений в нем, соответственно, нет. Обратите внимание на желчный пузырь, в его просвете патологические включения не выявлены, но создается впечатление, что в области шейки пузыря у нас есть перегиб, что говорит о косвенных признаках дискинезии желчеводящих путей, что может, соответственно, давать чувство неудобства, тяжести в правом боку. Визуализируется у нас поджелудочная железа, вот ее головка, тело, и уходит у нас хвост в сторону селезенки. Так, собственно, по размерам железа не увеличена, версунгов проток не расширен, каких-либо включений патологических в нем нет. Селезенка у нас ничем не примечательна, размер ее в пределах нормы, до 10 см, это нормальная цифра, никакого увеличения здесь нет. Также у нас визуализируются надпочечники, как правый надпочечник, вот, соответственно, Y-образная форма, так и левый. Вот у нас левый надпочечник хорошо виден, он чуть-чуть побольше, чем правый, но это все в пределах возрастной нормы, здесь ничего такого нет. Переходим к почкам. Почки у нас нормальные по своим размерам, не уменьшены, не увеличены, совершенно нормального размера, где-то 106 мм. Левая почка будет иметь аналогичные размеры. Обращает на себя внимание небольшая киста в латеральной паренхиме правой почки. Есть она, но какого-то особого значения не имеет. Также прошу обратить внимание на вот эти вот включения, по всей видимости, жидкости, как справа, так и слева, в паранефральной клетчатке. Это является признаком некого отека. По всей видимости, идет хронический вялотекущий процесс. Аналогичные изменения мы видим вдоль сосудов, вдоль нижней полой вены и вдоль аорты, что может говорить о каком-то вялотекущем воспалительном процессе в брюшной полости. Но при этом каких-то признаков увеличения лимфоузлов мы не видим. Вот мы идем вдоль аорты, вдоль нижней полой вены, ничего, никаких лимфоузлов мы не видим. К слову, вот у нас правый мочеточник идет вниз, и здесь же у нас вот идет левый мочеточник. Мочеточники не расширены, каких-то включений патологических в них нет. И переходим к толстому кишечнику и тонкому, соответственно. Вот у нас идет слепая кишка, в общем-то ее просвет сохраняет нормальную гаустрацию. Никаких включений, патологических особенностей нет. Вот часть кишки у нас не попадает в зону сканирования. А здесь, соответственно, по левому флангу, где у нас должна быть нисходящая кишки,
У нас ее нет. Мы знаем, что у пациентки было какое-то вмешательство, резекция кишки, что, в общем-то, и объясняет данную картину. Но при этом также в зоне видимости кишки каких-либо дивертикулов, признаков отека, жировой клетчатки вдоль кишки у нас нет. Все тут, в общем-то, спокойно. Так что со стороны кишки ничего не видимо. Тонкая кишка также у нас вот визуализируется достаточно спокойно. В отдельных сегментах кишки видимо жидкостное содержимое, что является безусловной нормой. Ничего такого нет. Вот видимо мезентериальные сосуды, но тоже они ничем не примечательны. На нижней границе зоны сканирования видим яичники. Вот у нас правый яичник и, соответственно, левый яичник. Тоже фолликулы, никаких кистозных каких-то образований нет. Видим, соответственно, матку. Так, в матке у нас тоже ничего такого нет. Виден переходный эндометрий, может быть чуть-чуть пошире, чем должен быть. Но это лучше смотреть на сагитальных сканах. У нас здесь нет. И насколько можно судить, вот по мочевому пузырю, в его просвете тоже ничего нет. Стеночка тонкая, ровная. Содержимое также имеет однородный повышенный сигнал на Т2. Таким образом, можно сказать, что ничего катастрофического с кишкой нет. И еще на что обращать внимание, так это вот гемангиома в теле L1. В первом поясничном позвонке, по всей видимости, это небольшая гемангиома. Ничего тут тоже катастрофического нет, но имеет смысл наблюдать и смотреть, как она растет или же нет. Таким образом, можно сказать, что основная проблема у нас с печенью, ее увеличение как правой, так и, собственно, левой доли. Также признаки отека паранефральной клетчатки с обеих сторон и вдоль нижней полой вены, и вдоль брюшного отдела аорты. Для уточнения данных изменений, характера, протяженности, я бы рекомендовал выполнить КТ брюшной полости с внутривенным болюсным контрастным усилением, а также с пероральным контрастным усилением для улучшения визуализации кишки. Спасибо за внимание.